жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб. Вспомните про ужасный, про мировой потоп. Невероятный ливень все затопил тогда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой. И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда: эх, губит людей не пиво, губит людей вода. Эх, губит людей не пиво, губит людей вода. Если душевно ранен, если с тобой беда, ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда. Здесь ты вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь да. Губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Да. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Это снова мы, ваш любимый канал Ретроцикл, и я, Сергей Беляев. Вот у нас на обзоре сегодня такой мотороллер. Ну, это Вятка, грузовая. Аббревиатура у нее названия Вятка МГ-150. И мы ее сделали под бочку с пивом. Ну, понятно, с таким начинкой, конечно, не выпускались эти мотороллеры. Но вот у нас заказчик, значит, попросил сделать такую вяточку. Мы уже неоднократно делали такие мотороллеры. Ну вот еще один. Выпуск самой вятки ВП-150 это 1957 год. Прототип этого мотороллера это Vespa 150 GS. Мода была, как я уже рассказывал, большая в Италии и в Европе на всяческого рода мотороллеры. И наше советское правительство решило не отставать от моды и дало указание Вятско-Полянскому машиностроительному заводу начать выпуск вот каких-то мотороллеров. Наши взяли, скопировали полностью Вятку, не Вятку, а Веспу. И вот в 1957 году с конвейера сошли первые 3 штучки мотороллера, и уже к концу 1957 года их количество 100 тысяч штук было выпущено. Пользовались они хорошей популярностью и спросом у советского потребителя. Ну, опять спорный вопрос, лучше ничего не было или действительно все это, конечно. Конструкция так себе, особенно вот конструкция вот этих тросиков, которые в раме
переключений, ну, как мы вот все время получал, в всех они наружу торчат. Эти троса, не знаю, удобно ли это и как оно эксплуатировалось, все это дело. Выпускалась она фактически 10 лет, и в 1967 году закончили они выпуск ВП-150, и параллельно в 1967 году выпускалось уже и следующее поколение Вятки ВП-150М, и вот это вот остатки уже, что было до конца года, они заканчивали выпуск, и выпустилось их порядка 290 тысяч штук. Вот этих мотороллеров, именно одиночек. И, соответственно, в 1959 году, 2 года спустя после выхода Вятки одиночки, ну, опять же, Вятско-Полянский завод освоил выпуск трехколесных мотороллеров. Значит, двигатель у него одноместный, он стоял сбоку, здесь он посередине, соединен с редуктором, и дальше идут полуоси, и на колеса цепная передача уже идет на колеса. Ну, в общем-то, достаточно распространенная схема. Выпускались они в множество, в общем, всяких вариантов. И у них были и фургончики почтовые, и грузовички были, и самосвальчики даже были. Их очень мало было, конечно, выпущено. У всех у них там существовала буковка там МГ 150F или МГ платформенный. Вот. Даже ВДНХ заказывала у Вятско-Полянского завода себе на базе Вятки рикши. То есть она называлась Вятка такси, то есть спереди было 2 пассажира, сзади 1 водитель, и закрывались ноги у них такими чехлами, и вот они, значит, путешествовали, скажем, осматривали ВДНХ. Было их выпущено порядка 50 штук. Вот мы одну из них сделали, вот сейчас в ожидании будем, наверное, вторую такую же делать, реплику из этого мотороллера. Значит, данный мотороллер, они тоже такие были с бочками, то есть бочка там предназначалась, они возили, в общем-то, и молоко возили, и квас продавался с них, и на полевой стан возили масло машинное. Все это обуславливалось, конечно, тем, что ничего не было, конечно, и он был маломощный, грузоподъемность у него была всего 250 килограмм. Это вот, я говорю про, если это про какой-то грузовичок или самосвальчик. Ну и скорость у него заявленная, подчеркиваю, скорость по паспорту 35 километров в час. То есть, соответственно, ну, быстрее он вряд ли ехал, скорее всего, медленнее, если это заявленная скорость. Значит, касаемо вот именно вот этих вот наших произведений по поводу бочек с пивом. Выпустили мы их достаточное количество штук, я не помню, штук 10, наверное, точно сделали, я не считал. Где-то была эта бочка просто фальш-бочкой и просто как корпус, и он стоит в некоторых местах, как майкопское пиво, например, мы делали, он в пивоварне майкопское, значит, стоит вот этот мотороллер с надписью майкопское пиво. Там кому-то мы делали, что там внутри емкость из пищевой нержавейки и просто кран. Ну, это, в общем-то, наверное, не очень удачная была идея, и, в общем-то, заказчик уже сам, по-моему, переделал себе вот в такой вариант. Да, это, конечно, интересная вещь, и, наверное, съездить куда-то недалеко за пивком налить и приехать на полянку и с друзьями выпить из этой бочки пива, ну, наверное, будет, ну, так скажем, весело, интересно. Конечно, тут многие комментарии, когда я выставил, значит, что вот мы сделали такую там на байкерские фестивали. Но я так думаю, что байкеры пьют гораздо больше пива, чем вот здесь вмещается в этих кегах. Сейчас я вот открою вам, покажу, как у нас там внутри все устроено. Ну, вот сейчас Макс у нас откроет эту штуковину. И мы посмотрим, что у нас там внутри. В общем-то, все просто открывается. Вот открыли. Вот у нас тут 2 шланга идет, подходит к кранам. Здесь у нас 2 кеги. Зачем-то ключ лежит большой, не знаю. Вот там у нас холодильничек, там когда включается все это, подсветочка там у нас горит красивенько здесь. Ну и вот здесь вот закреплен баллон. То есть вот такая вот. Все это вот это разбирается, все это можно вынуть, вытащить, обслужить. И в общем-то вот достаточно симпатично у нас все это тут смотрится. Вот, и вот, то есть поменял, залил и закрыл все это дело вот таким вот образом.
То есть, понятно, это такого не было. Это не винтажность. Претензий здесь на какую-то винтажную вещь мы не претендуем. Номер у нас буквы, в общем-то, веселые. Лей пиво, лей квас. Приехал у нас вот этот мотороллер, он был грузовичком, в достаточно приличном состоянии, там кто-то его уже делал. Вот, и, ну, конечно, от пескоструев мы, конечно, увидели, что там много и шпаклевки, и, в общем, что-то такого не очень хорошего, поэтому все, мы заново простучали здесь, и что-то у нас покрасилось порошковой краской, что-то базой под лак, все вот эти вот цировочки и двухцветность мы вот соблюли, ну, вот более-менее похоже на оригинал, вот это крылышко, как оно красится. Внизу там все привода, все это подвергнуто оцинковке, то есть там внизу весь желтый цинк. Ну, соответственно, все резиночки новые, тросики у нас новые. Это все вот на руле, все это дело перехромированное. Она едет, ну, едет, сами понимаете, как вот видели проезд. Конечно, это все такое удовольствие, тем более, если сюда загрузить еще пиво. Вот меня заказчик попросил сделать туда кеги. Я говорю, слушай, ну кеги, ну основные кеги, блин, они 30 литров, то есть если я 2 кеги туда поставлю, ну вообще не поедет, поэтому давай какие-то так. У вас же не будет там много народу, ну 10 литров пива хватит на коллектив? Он говорит, хватит. И вот мы нашли, значит, 2 10-литровые кеги и поставили их туда. Там тот же стоит холодильник, стоит газовый баллон, все это закреплено там, чтобы оно не болталось там. Дальше вот здесь вот розеточка стоит, то есть понятно, что чтобы было пиво холодное, то есть это должно быть где-то происходить, где есть электричество 220 вольт, либо это какой-то бензогенератор небольшой, потому что холодильник потребляет мало, маленький там генераторик, втыкнул его, и все, он тарахтит себе, и у вас холодненькое пивко в этой штучке есть. Можно опять же поставить в машину, в обычную, какой-нибудь преобразователь 12220, и тоже, в общем-то, в полях там, если хочется, где-то на пленэре, где-то около речки, так вот по приколу попить пивка, ну, наверное, весело. Есть у нас здесь, чтобы не грелся он, этот холодильник, решеточки воздушные, то есть она у нас там продувается. Здесь и за баком там у нас такая решеточка, ее не видно. И вот здесь сзади за водителем тоже решеточка. То есть, ну, вентиляция там, конечно, должна быть, потому что, конечно, холодильник греется. Ну, вот я, как я говорил, вот там у нас решеточка вентиляционная, чтобы этот холодильничек как-то охлаждался. Ну, и вот там сзади тоже можно видеть. Резина здесь, значит, ну, еще производят для сельхозтехники такую вот резину, потому что, ну, колеса вот эти, они используются еще и в тачках, и во всяких тракторах, на устройствах, которые там баронят и так далее, убирают все такое. Поэтому она еще доступна. Ну, какие проблемы здесь? Здесь, конечно, проблема большая вот с гнилостью вот этих вот полозьев. Ну, нам повезло, у нас еще было, и, в общем-то, на том доноре, который к нам пришел, они были более-менее нормальны, но что-то мы здесь поменяли, потому что вот эти алюмишки гниют. Они есть, конечно, продаются, но немножко они не такие. И гнуть, конечно, очень проблематично. Ну, вот такой, в общем-то, мотороллер. В принципе, конечно, мы можем все это дело повторить всегда. В общем, вот такой у нас вышел мотороллер. Кто вообще, ну, кому это надо, вот такие. Многие спросят, зачем это. Вот, ну, ребята, опять же, я поясняю всем. И у всех разный доход, у всех разные увлечения. И, например, вот, ну, очень тяжело сделать подарок человеку, у которого все есть. Ну, когда все есть, и вот надо вот что-то придумать. Ну, вы сами, наверное, не раз сталкивались, что вот, ну, нечему человеку подарить. Там все у него есть. И вот это вот, скажем так, хороший выход. Да, это, в общем, игрушка не дешевая. Кого это заинтересовало, лучше мне звоните. Я вам все расскажу, и про цену расскажу, и по порядок оплат, и всего, и сроки. Все расскажу. Не спрашивайте меня, пожалуйста, вот в комментариях, особо под видео, под картинками, вы все время пишете, сколько стоит, цена и еще что-то. Еще раз повторяю, я не буду обсуждать с вами цену на всеобщее обозрение. Лучше всего это звонок. Ну, можно написать куда-то там в WhatsApp
еще куда-то в Телеграм, там, как вам угодно, ВКонтакте, личные сообщения. Но прилюдно я цену никогда не обсуждаю, и обижайтесь, не обижайтесь, ответа вам на этот вопрос не будет. Хотите, заходите, у нас есть примерные, опять же, примерные цены на сайте, примерные цены в группе есть. Все пишут почему-то, кстати, вот не знаю почему, что вот когда у нас там ВКонтакте в группе есть товары, которые все думают, что это все в наличии. Ну, это в наличии нет, это просто образец того, что мы делали и что мы можем еще раз сделать. И там стоит исключительно примерная цена за работу, потому что, конечно, в нашей ситуации все это меняется плюс-минус, поэтому вот так вот. Думаете, еще, в общем-то, можно найти такие экземпляры на просторах, хотя, сами понимаете, всего их выпущено было меньше 300 тысяч штук, и, естественно, там половину уже отреставрировали, вторая половина сгнила и сдалась в металлолом. Но можно еще найти и вот сделать такую красивую вещь, там что угодно, там пиво, квас, хоть молоко разводить. Очень даже, кстати, будет интересно, если какой-нибудь фермер там вот будет продавать из этого дела молоко. Ну, это, конечно, отдельная история, там, наверное, для таких пищевых продуктов надо что-то там, какие-то нормы соблюдать. А я и ваш любимый канал Ретроцикл прощаются с вами. Всем до новых встреч, всем бай и подписывайтесь на все наши паблики.